Однажды, в один из душных дней, какие часто бывают в пустыне Сонори, некий человек, которого звали Карлос Кастанеда, и которому будет суждено стать одним из самых загадочных писателей 20 века, сидя под соломенным навесом во дворе домика своего учителя Дона Хуана, усиленно вспоминал истории своей жизни, чтобы найти одно магическое событие, изменившее его жизнь. Он уже было отчаялся, так как все было безуспешно. И вдруг в памяти Кастанеды всплыл эпизод, от которого по его телу пошли мурашки. В одну из темных ночей на юге Италии, по совету друга, Карлос оказался в публичном доме. Там его встретила седая дама, бывшая актриса или, быть может, ведьма. За высокую цену она обещала показать нечто, что меняет навсегда. Расположив Кастанеду в углу, в полумраке комнаты, окруженной зеркалами, она начала свой дикий танец под скрипы старой Виктроллы и выкрики, которые звучали как команды воина. Старая загадочная мадам ритмично и неуклюже махала своими ногами, пока музыка не умолкла, и комната не погрузилась в необыкновенную пугающую тишину. Весь этот ритуал действовал гипнотически, и Карлос не понимал, что происходит, пока его не охватил дикий животный страх, который сковал в оцепенении. Он выбежал в ночь, потерянный и испуганный. Позже Дон Хуан скажет ему примерно следующее. «Это не женщина тебя испугала. Ты увидел тьму, которая переполняла ее до краев. Эта тьма держит в плену почти каждого человека, делая его рабом. И именно она является единственным дьяволом, живущим на этой земле. Имя этой тьме – человеческая глупость». Кубический сантиметр удачи появляется время от времени перед носом каждого из нас. Это что-то вроде такого маленького абстрактного хвостика, который возникает перед самым нашим носом и принимается призывно вилять, как бы приглашая его схватить. Но обычно мы слишком заняты делами или попросту слишком тупы и ленивы для того, чтобы осознать этот хвостик – хвостик удачи. Воин же все время собран и находится в состоянии полной готовности, чтобы в мгновенном броске ухватить этот хвостик удачи. Сколько же бед и ненужной борьбы можно было бы избежать, если бы человек боролся с единственным настоящим врагом, со своей глупостью. Глупость – это не недостаток ума. Это внутренняя тьма в человеке, которая появляется в нем, когда он теряет связь с реальностью и отворачивается от света знания. Глупость не способна обучаться, она также не способна вести диалог. Никогда. Но она умеет диктовать свои условия и всегда только тиранить. Глупость – это источник страданий одного человека и всего человечества. Тьма глупости искажает восприятие, заменяя истинную картину мира призрачными миражами, которые только кажутся настоящими. Стремление и путь к иллюзорному – это путь к беде, а беда всегда сопутствует глупости. Мир может показаться испорченным и больным местом, где правит балом бесчестия и насилия, и где каждый должен бороться за существование. Но так ли это на самом деле? Люди знания, о которых Карлос Кастанеда писал в своих книгах, совсем иного мнения. Свобода от глупости позволяет им воспринимать мир как бесконечную тайну, а человека как часть этой тайны. Но глупый человек не видит и не понимает этого не потому, что не может, а потому что его жизнь захватила непроглядная тьма, невежество и безрассудство. Древнее знание видящих, которые были людьми с развитыми интуитивными способностями, говорит, что если индивидуум не освобождает себя от этой тьмы, не наполняет свой внутренний мир светом знания, то он причиняет боль себе и другим. Фактически это означает, что вредит не сам человек, а то, чему он отдал предпочтение и власть над собой, своей глупости. Глупость делает любого слепым, искажает восприятие и лишает понимания истины. Именно так в человеке копится опустошающая тьма ненависти, злости, невежества и безрассудства. Именно так вся жизнь человека превращается в обман, созданный глупостью. Глупость – это глухой, слепой и необучаемый диктатор, который стремится уничтожить того, кто не подчинился, и ставить на колени того, кто склонил перед ней голову. Это та самая бедная детка, делающая из человека хныкающего мальчика или девочку, постоянно капризничающих и жалующихся на свою жизнь, но всегда жестоких и беспощадных. Внутренняя тьма глупости – это великий эксплуататор, что закрался к каждому в его интимное внутреннее пространство,
чтобы там разворошить все, осквернить храм внутреннего высшего «я» и, лишив достоинства, заставить человека сдаться, размахивая белым флагом отчаяния. Глупость рождает сомнения, тревоги и страдания, которые являются не нормой жизни, но аномалией. Ведь если человек не видит доброты, скорее всего это значит, что доброты не хватает в его собственной жизни, а не в мире. Люди знания говорят, в каждом горит внутренний огонь, освещающий путь сквозь тьму невежества. В мире нет ни одной силы, способной потушить эту сияющую искру, и нет такой тьмы, которая смогла бы ее поглотить, даже у одного человека. Чтобы жить в мире добра, каждому нужно вновь наполниться светом знания и разжечь в себе огонь просвещения. Но сперва необходимо очиститься от внутренней тьмы. Глупость нельзя уничтожить полностью. Она приспособилась настолько, что вошла в нас безвозвратно, но ее можно поставить на колени, так же безжалостно и беспощадно, как и она обращается со всем, к чему прикасается. Постоянно капризничающая бедная детка должна стоять в углу и не сметь даже смотреть на чистый свет, струящийся из благородного и свободного сердца человека. Человек не рожден для рабства своей глупости. Он рожден, чтобы стать образцом величия духа на земле, олицетворением его высшей направляющей силы. Мы истребляем самих себя, мы уничтожаем жизнь на этой планете, мы губим Землю. Затем мы переодеваемся в рясы, и Бог разговаривает с каждым из нас. Однако это ничего не меняет. И не потому, что мы злы, а потому, что мы тупы. Да, у человека есть темная сторона, и ее называют глупостью. Давайте сейчас разберемся, что же такое глупость на самом деле и как ее распознать. Мы привыкли понимать под этим термином недостаток интеллекта, а также неспособность самостоятельно мыслить и принимать рациональные решения. Но подобное знание лишь делает человека осведомленным и не защищает его от ошибок. Иначе он вновь и вновь не испытывал бы неудачи и страдания по причине неверного выбора и неправильных выводов. Обычно человек проигрывает глупости потому, как он пока еще не осознал полностью, что причина ее проявления находится на энергетическом уровне восприятия мира. Бороться с тьмой внутри необходимо не посредством интеллектуальных изменений, а в первую очередь изменением собственной энергетической структуры. Дело в том, что люди знания, к которым принадлежал учитель Карлоса Кастанеды Дон Хуан, видят, что все в мире пронизано энергией, как и сам человек. Дон Хуан говорил, что видящий воспринимает человека в виде энергетического шара, в котором есть две части – тональ и нагваль. Тональ отвечает за повседневное восприятие человека, которое основывается на интеллектуальном познании. Нагваль же представляет собой скрытые способности любого индивидуума, позволяющие ему видеть энергию напрямую. Так как в повседневной жизни интеллект занимает главенствующее значение, тональ начал доминировать над нагвалем. По этой причине человек перестал видеть энергию напрямую и потерял гармонию двойственности восприятия. На энергетическом уровне глупость – это доминирование эго над творческой интуицией в человеке, которая делает невозможным для него восприятие неосязаемой части мира. Вместо того, чтобы быть союзником нагвалю, тональ стал диктатором и тираном, который позволяет прикоснуться лишь к ограниченному и усеченному восприятию Вселенной, без возможности взаимодействовать напрямую с энергетическими потоками в мире. Чтобы избавиться от глупости, человеку необходимо вернуться к целостности самого себя и сбалансировать тональ с нагвалем. Давайте вместе разберем, как глупость проявляет себя на энергетическом уровне. Глупость – это потеря связи с безмолвным знанием. Давление тоналя над нагвалем создает в человеческом сознании постоянный мыслительный разговор с самим собой, который автоматически воспроизводит все, с чем человек соприкасается, даже без задействования воли со стороны последнего. Этот монолог люди знания назвали внутренней болтовней или внутренним диалогом. Они учат, что увидеть мир как энергию возможно только в состоянии внутренней тишины или по-другому безмолвного знания. Это знание, которое приходит к человеку вне слов и мыслей. Остановка внутреннего диалога – одна из самых трудных задач, которую, согласно видящим, любой должен решить на протяжении своей жизни. Друзья, чтобы поддержать тех, кто искренне ищет, мы оставим в описании ссылку на практику свеча Феникса – эффективный метод остановки внутреннего диалога, который мы проверили на личном опыте. Магический ключ, который открывает двери Земли – это внутренняя тишина. Просто отсеки внутренний диалог.
Глупость – это рабство личной важности. Когда внутренняя тьма захватывает человека, она меняет его восприятие и заставляет быть уверенным, что все в мире происходит из-за него. В знании видящих эта уверенность называется чувством собственной важности. Чувство собственной важности истощает человека и делает его ранимым. По этой причине он постоянно чувствует жалость к себе, обижается на окружающих, злится на них и негодует, потому что все идет не так, как он того хотел бы. Так индивидуум теряет контроль над своей жизнью и попадает в рабство глупости. Истощенный человек не способен воспринимать энергию напрямую. Глаза такого человека тусклые и наполнены тьмой, а не сиянием силы. Глупый человек смотрит, но не видит, поэтому он слеп. Такой человек не идет к знанию, а блуждает в темноте. Маги разоблачили чувство собственной важности и установили, что оно есть жалость к себе, маскирующаяся под нечто иное. Глупость – это единственный враг, который прячется за вашей болью. Под тяжестью собственной важности, которую порождает глупость, человек копит боль разочарований. Эта боль – результат искаженного восприятия и уязвленного самомнения. Глупый человек не способен найти тьму внутри себя, потому как его сковывает страх столкнуться со своей болью, за которой прячется тьма. Поэтому он не способен разобраться в причинах своей боли. Глупость через боль заставляет любого искать причины своих неудач и проблем вовне и видеть в окружающих врагов, вместо того, чтобы избавиться от единственного врага, отравляющего душу. Этим врагом является человеческая глупость. Глупость – это привязанность к себе, к своей личной истории. Так как в человеке из-за глупости не хватает света знания, он вглядывается в тот образ себя, который создала его внутренняя тьма. Этот образ был назван людьми знания личной историей. Личная история – это представление человека о себе, всех окружающих людях и о мире в целом. Проблема в том, что личная история забирает у человека свободу восприятия и вынуждает его видеть вещи ограниченно, отбрасывая то, что не соответствует личной истории. Так знание о духе заменяется представлениями, стереотипами и клише, из-за которых человек теряет свой экзистенциальный вектор развития. Чтобы быть свободным, необходимо развивать связь со своим высшим «я», так говорят люди знания. Глупость и привязанность к своей личной истории делает человека бездуховным. Глупость – это неспособность остановить мир. Остановить мир значит выйти за пределы обычного восприятия. Глупость заставляет индивидуума делать все в автоматизме, следовать привычкам и жить шаблонами и стереотипами. Внутренняя тьма человека изливается вовне через неосознанные действия, принося с собой боль и разочарование в его жизнь и жизнь других людей. Жить шаблонами значит испытывать давление прошлого и быть неспособным вглядеться в будущее, потерявшись в настоящем. Глупый человек похож на машину, запрограммированную воспроизводить прошлое. Глупость – это сопротивление переменам. Дон Хуан говорил, что воин, как и весь мир, находится в постоянном движении и изменении. Цепляясь за ошибки прошлого и свое самомнение, человек из-за внутренней тьмы становится статичным и неповоротливым. Люди знания, обладающие развитыми интуитивными способностями, говорили, что у каждого в жизни появляется удача и кубический сантиметр шанса, который может изменить все в лучшую сторону. Этот шанс – проявление глубинной мотивации или намерения, помощь навигатора пути в саму вечность. Из-за инертности восприятия глупец не способен увидеть, что шанс находится на кончике его носа. Из-за бездействия со стороны такого человека шанс и удача покидают жизнь, и он остается с носом. Глупость лишает перемен и роста. Внутренняя тьма делает человека слепым к свету знания. Без знания нет и перемен. Чтобы победить глупость, необходимо облагораживать себя на интеллектуальном и энергетическом уровнях, а именно развивать гармонию рационального и мистического мышления, другими словами, тоналя и нагваля. Это достигается благодаря образованию и пониманию. Тем, кто склонен к мистическому восприятию, важно приобрести устойчивость в материальном мире через академическое образование, доверие к науке и развитие здравого смысла. Это значит не убегать в мир энергии и символов, а научиться применять духовные законы в обычной жизни с уважением к материи, к телу, к логике. Подобное укрепляет тональ. Иногда нужно отступить от абстрактного, чтобы воспринять нечто яснее и живее, и это тоже путь знания.
Рационалистам же необходимо расширять свое мировоззрение благодаря глубинному пониманию невидимых законов природы. Это подразумевает выход за рамки социальных концепций и аккуратное и бережное прикосновение к новым идеям, к знанию, к мистике, к пути видящих. Без агрессии, насмешек и резких движений, но с искренностью, мягкостью и глубиной. Это расширит восприятие и раскроет чувства, интуицию, дарует понимание тонких связей. Все это – проявление Нагваля. Выстраивая гармоничное взаимодействие тоналя и Нагваля, появляется гибкость, способная освободить от упрямства, твердолобости и черствости. Так появляется свобода от глупости. Через целостность и слаженность интеллекта и интуиции, тоналя и Нагваля, мы возвращаем контроль над собственной жизнью. Ведь человек не зол сам по себе. Таким его делает глупость, его внутренняя тьма. Живя гармоничной жизнью, мы начинаем воспринимать этот факт отчетливо. Мы понимаем, кто мы есть. И тогда глупость теряет власть, потому что внутри нас уже не хаос, а порядок. И мы вдруг осознаем, что на самом деле нет никакого рабства на этой земле, кроме добровольного плена глупости. Мы рождены быть свободными, потому что вокруг нас свет, знание и истина. И каждого из нас ожидает путь в бесконечность, у которого есть сердце.